В общем, прикольное место, которое еще продолжает развиваться. Я думаю, что я сюда еще вернусь. И какой-нибудь такой фестиваль я здесь отбуду. Просто прикольно погрузиться будет в эту атмосферу. Угу. Пока пил чаек, рассказали очень много информации об этих местах. И теперь хочется сюда приехать еще. Я даже спросил с палаткой, сказали, в виде исключения можно будет. Соответственно, раз можно, значит, я уже хочу. Сказали, даже покажут, куда можно стать. Отсюда видно море. И вот здесь, ну, как бы непопулярное же место. Спортивная площадка. А вот то, о чем я говорил. Во, прям видно, как почесано. Видно, где буксуют люди. Вот, черточки. Поэтому я решил, не буду я шины рвать свои, тем более зимние. Не буду я насиловать двигатель на таких крутых спусках. Полный привод, да. С пониженной вообще вылезет и не заметит. А на легковушке, ну нет. Сегодня достаточно дождливый и ветреный, ну местами то дождь, то ветер. Такой день, но вся эта погода, непогода, воспринимается несколько иначе. Но тот же Белгород либо Москва при 9 градусах, если будет дуть ветер и идти дождь, это будет, ну, достаточно мерзопакостно. Здесь же это ощущается примерно так же, как если бы там было, ну, градусов 18, даже около 20. Кстати говоря, это первый закат за эту поездку на море, который я наблюдаю. Ой, какая картинка! Вот тут, если сверху посмотреть, то это все Олимпийские кольца на самом деле. То есть даже со спутника это хорошо видно. Так, и еще раз вид на солнце. Потому что красота. В 2018 году здесь я был, да, как раз был чемпионат мира по футболу. Что здесь происходило, это надо было, конечно, это не передать. Это было все очень интересно, очень круто. Так, что у нас с морем? Пожалуй, надо мне снова начать моржевать, закаляться, чтобы вот приехать в любой сезон на море и искупаться. Блин, такой запах. Вот я сейчас пахнет морем. Ну, вы знаете, о чем я, тот, кто понимает запах моря. Это красиво. Это однозначно красиво. Это замечательные кадры. Стоп. А теперь внимание. Первая радуга 2023 года. На море я ее вижу. Не где-нибудь. Вот она. Красота ведь. Романтики еще не перевелись. Да. И еще. Ну, не достанет до меня. Нет, не достанет. Мне вот интересно, вот это вот так вот выгнуто, впукло. Делается специально. Это добрасывает будет вода до набережной в какие-то периоды или нет. Кто знает, напишите, пожалуйста. Здесь, надеюсь, меня слышно, людей, конечно, побольше, чем на набережной, где я нахожусь. Но тоже достаточно пустынно, можно сказать. Потому что, ну, не сезон. А летом, понятное дело, что людей вообще огромное количество. Стоп, где-то здесь есть аллея зонтиков. Она существует еще или нет? Да, это она. И она превратилась просто в кафешку в такое. Ну, а зонтики сейчас, конечно, не так смотрятся, как летом. Вот достопримечательность такая получилась. Торговые ряды и ориентир такой. Причем на карте это тоже обозначено как аллея зонтиков. Ох, я помню, здесь хрен припаркуешься. С самого утра надо было приезжать, стать. Вот здесь стоял где-то тут забивака, по-моему. Вот это, наверное, мотоциклисты лепят по прибытию. Ну да, тут мотоциклы были, я помню. Это Сириус, это
Что-то еще к нему строится постоянно. Это грустная собака. Это еще одна грустная собака. Тут весь берег в каких-то надписях. Но я, пожалуй, только Лехе скажу, что Леха, тебя кто-то любит. Тут написано: я тебя люблю тебя, Леха. А там с днем рождения. Ой, это, наверное, меня. Меня, наверное, с днем рождения. У меня же было вот совсем недавно. ЧМЗ. Еще что-то. Нифига себе, там бог у. В общем, тут вот ваше творение, ребята. Если кто свое узнает, пишите в комментах. Кто не узнает, ничего не пишите или пишите. Но увековечу. Вот Чувашия, еще что-то. Останется в моем видео ваши воспоминания. Ну, прикольно будет, если кто-то вдруг реально обнаружит свои вот эти вот художества. Христос придет, Малой, Чувашия, Богу слава, веруй, Евангелие, та и так далее. Ну, в общем, там, смотрю, еще продолжается и продолжается. Все, солнце село, сейчас все стемнеет. Но еще пока можно увидеть, я не знаю, что у человека в голове, но он выражает себя вот так. Слушайте, ну реально у кого-то очень много свободного времени. Я даже не сверился с сайтом, а вдруг понедельник вообще выходной. Вот он, единственный дурачок из Белгорода, приперся на территорию фонтаны поглазеть, потому что еще не работает. Но, возможно, заработает через 5 минут. То есть я к его началу работы могу подойти, а возможно, и не заработает. И сегодня ветер есть, поэтому все флаги вокруг развиваются, их видно. Так, ну надеюсь, тут заборов нигде, потому что я цель уже вижу, мне уже надоело к ней брести. Ой! Так, я добрался. Людей вообще никого. Я сомневался просто, что вообще я верно иду. Обычно же кто-то должен идти навстречу или хотя бы у кого-то что-то спросить. Это просто ни души. Вот даже входы какие-то, там никого, ни охраны, нигде ничего. А, не, вот человек прокатился. И я только нажал паузу, и вот она. Вашему вниманию будет представлено эксклюзивное световодно-музыкальное шоу фонтана. Перед вами выступит 246 водно-пневматических пушек. Вот оно. 12 веерных роботов. Ну, не с той стороны я зашел. А, вот люди появились. Все где-то прятались. И... Чем дальше, тем интереснее. Вот реально там круто очень идет управление всей вот этой вот системой. И представление превращается реально в представление. Сам себя хвалю, что тепло оделся. Одевайтесь по погоде. Даже чуть с запасом, потому что если чуть-чуть даже ветер, ну, не знаю, как летом, но вот сейчас я чувствую, что подмерзаю. 8:30. Дороги пустые. В принципе, какая-то там пробочка у меня есть по навигации небольшая. Ну, это может быть из-за ремонта дорог, что-то такое. А так, вечером, пожалуйста, все благоразумные люди сидят дома, пробки не создают. Кстати, если куда-то собираетесь, предлагаю попробовать сервис бронирования «Островок». Вот, удобный поиск, цены, кстати, конкурентные. И еще есть скидки по промокодам. В описании промокод, ну и ссылку с промокодом я вам указал. Так что посмотрите, может понравится. Вчера вечером замерз, сейчас уже плюс 10, солнечный день. И очень хорошо теперь наконец-то видно горы, именно вершины заснеженные. И как раз таки туда я направляюсь. Достаточно хорошо видно вот места схода селевых потоков. Вот она, вся грязь тут осталась. Где-то здесь, мне кажется, выезжаешь, и совсем другие горы должны появиться. А, да, но их не видно чуть-чуть. Вон
там чуть-чуть выглядывать начинает. И еще где-то здесь должна быть опора ЛЭП в виде одного из персонажей, одного из символов, одного из талисманов Олимпиады. Ага. Вот они. Это уже другие горы. Не те, которые с берега моря видно. Да, это новые места, новые курорты. Застройка идет полным ходом. Уже тут все, домов. Вот этого всего просто валом. Да, зимой можно находиться и в снегу, и на солнце, и дышать воздухом. Тоже классный вариант. Надо попробовать. Все, буквально чуть-чуть от трассы, куча снега, совсем другой, плюс 5, правда, совсем другая погода. Я не знаю, как это передать, но это просто обалденно. И там горы в облаках, и вот здесь тоже вершина цепляет облака. И здесь какие-то, видно, трассы, и здесь, и все везде очень красиво. Я не знаю цены в этих гостиничных комплексах. Ну, выглядит все, так скажем, не бюджетно. Вот. Ну, здорово, конечно, иметь возможность отдыхать, проводить время в таких местах. К этому надо стремиться, если такой возможности нет. Почти километр над уровнем моря. 960 метров отметка стояла. Вот о крутизне подъема можете судить по крутизне спуска, по которому сейчас спускаюсь. Но на всякий случай скажу, раньше все-таки учили в школах, в автошколах этому. Сейчас во многих даже не учат, либо наоборот отвергают такую вещь, как торможение двигателем. Вот как раз таки стараться меньше пользоваться именно педалью тормоза, а больше притормаживать двигателем надо на таких спусках. Иначе беда. Какая? Ну, наверное, загуглите в интернете, посмотрите, разберитесь.